Всем привет! Сегодня у нас необычный выпуск, в котором я расскажу вам историю о том, как мы решили помочь отцу-одиночке. Его зовут Евгений, у него две дочурки, одна из которых имеет инвалидность. Автомобиль его был в ужасном состоянии, гнилые пороги, требовал покраски, за что его постоянно останавливали сотрудники ГАИ и давали штраф за техосмотр. Техосмотр с такой тачкой в принципе пройти невозможно. Дать его на кузовной ремонт денег соответственно у человека нет. Евгений ранее нам написал на почту, я его с удовольствием прочитал и понял, что этому человеку просто необходима наша помощь. Меня больше интересует вопрос, как так получилось, что супруга вас оставила? Ну, Рассказывай, что у тебя тут за проблемы. значит, были проблемы с задней частью. Так, Что-то варилось, что-то переделывалось. так, Сейчас она в грунте, в эпокси. так. Так значит, перевариваем два порога, Ну, правильно? да. Задние арки переваривать не надо. Нет, задние хорошие, все хорошо. Единственное, что рыжики уже пошли, но это потому что тут я не... Нет, только Ну, это грунтанул. все ерунда. и всё. Зазор. Зазор немножко уплыл, не смог выставить. То есть с левой стороны все встало хорошо, а с правой по кромке стекла остановилось, а зазор никак не становился. Я его делаю больше, чтобы тут получился зазор, тогда диагональ менялась там. Ну, с зазором придется что-то решать, либо дверь укорачивать, либо как-то разрезать арку и расширять зазор. Но этого мы будем уже по факту решать. На самом деле, пока не знаю, что из этого лучший вариант. Так, с передними крыльями. Передние крылья, я смотрю, вообще у тебя такое ощущение, что они сочленены с Пока порогом. ездил, смотрел, он даже и отверстия уже начали появляться сквозные. Так это же даже лучше, оно Да. для проветривания. Ну. Такое ощущение, что этот порог уже тебе сделали тоже с белорусских порогов, да? Наверное. Там же лепили, ну, Потому мы что тоже вот он- только можем предполагать, вот что почему там он происходило. соединяется, потому что там его и лепили с белорусского. Он, наверное, говорю, где-то я вот когда зад делал, Мгм. он там местами просто на герметике этот порог приклеен. Я не знаю, когда ты его будешь отрывать, посмотришь. Он там просто вот как-то присобачен. Так, насчет этой двери, потому что дверь тут... Двери передние тоже вот за последний год. То есть год Ну, назад я делал вот я- эти все процедуры. И вот за год они вот начали после зимы. Я думаю, что может локально как-то попробовать Я подварить. пытался искать перед, но пока ничего Но удачного опять же, вообще нет. не могу сказать, что это будет какое-то там идеальное решение. Ну, все делается, все делается. Я думаю, не шибко все это критично. Повозиться трошки надо, но я думаю, дня за 3 сделаем. Фига себе. Да не, ну за неделю. Насчет твоих молдингов, если честно, я бы их вообще просто срезал Давай бы. уберем их. Мне не Да. нравится, как вот у меня вот эти двери уже без молдингов, и у меня Мгм. их и нет. в принципе. Да, Задние это у меня там будет тоже. лучше всего. Этот поломанный был изначально, когда я машину покупал. А искать я не хочу, она выглядит, по-моему, намного лучше без молдингов. Да, Мне лично так абсолютно. нравится. Не, Поэтому их можно, я когда на перекупе двигался, я их просто срезал, если вдруг что, и покупал метражом, они продаются А, на да? двухстороннем скотче. И, кстати, они смотрятся тоже очень хорошо, не колхозно. Ну, мне кажется, без них она будет. Ну Правильно. что тогда, что разглагольствовать? Да. Загоняем.
Все? Давай, Спасибо короче, большое. пока рано. Просто большое. Пока рано. Вот с этого. Ёптова. Блин, слушай, крепкая. Вообще можно и не варить даже, как бы, очень крепко. Ух ты! Ну это облегчает разбор. Одновременно. Да только покрашено, все хорошо. Пока Женя занимается снятием локера, в 2 словах я вам расскажу, что нам нужно сделать. Значит, у владельца нету лишних денег, чтобы поменять этот автомобиль, потому что этот автомобиль на самом деле устал гораздо сильнее, чем его нужно сделать. Наша задача сделать пороги, чтобы, не дай бог, где-то он с пробитым колесом на трассе остановится, не возникло никаких вопросов с заменой на запаску. Это раз. И во-вторых, по возможности подварить крыло, подварить там низа, и покрасить этот автомобиль. Не нужно здесь делать ничего идеального, потому что у этого автомобиля хватает проблем, которые устранить уже невозможно. Если техническое состояние здесь и более-менее, то кузов сильно устал. И это сильно мы даже всеми возможными силами не сможем устранить. Задача сделать, как я уже сказал, пороги и покрасить это все более-менее, чтобы проходить техосмотр. Хоть убей, непонятно, зачем и кто вообще делал эти пороги, если они стояли криво, двери на них нависали, царапали. Домкрат в это место поставить нельзя. Зачем было вообще когда-то покупать эти пороги, варить эти пороги, шпаклевать эти пороги, красить эти пороги? Для чего? Эстетического никакого удовольствия от этого нету. Практического дела никакого тоже нету. Зачем было это вообще делать? Создавать себе проблемы на ровном месте? Непонятно. Что вы думаете по этому поводу? Пожалуйста, в комментариях. Я уже так жалею, что вообще подписались на это все. Блин, эту машину вообще бессмысленно восстанавливать. Она такая гнилая. Там с лонжеронами есть проблемы. Ну, в лонжероны лезть, это... Потом, если в лонжероны полезешь, надо скидывать двигатель. Скидывать двигатель, там под крыльями есть нюанс. Не знаю. Вот сидим и думаем с Женьком, что с этим делать. Можно просто заварить, как бы заварить-то надо по-любому, хотя бы один порог, потому что машина приехала хоть как-то. Она на машину была похожа, а без порога это уже не машина. Бабочка даже прилетела к нам в поддержку. Говорит: ребята, расслабьтесь, все будет хорошо. Вот, что бы вы сделали, напишите в комментариях, потому что на самом деле я не знаю. Вот руки реально опускаются от того, что ты видишь, что тут полная задница везде, а надо что-то с этого слепить. Если прям знал бы, что именно вот так будет. Весь кузов держался на заводской обработке, на шубе на этой. Короче, ладно.
С одним порогом начнем. Главное начать, а там уже будем смотреть по состоянию собственному и по ситуации. Порог варится по следующему принципу. Первым мы делаем усилитель. Потом, если есть проблемы с днищем, ввариваем кусок днища. Соединяем к усилителю прихватками. То есть высверливаем в днище отверстие, загибаем его таким вот образом и провариваем электрозаклепкой. Вот это вот лицевая часть порога. Это тот порог, как правило, который покупается. Здесь мы просверливаем отверстие снизу в лицевой части и привариваем также электрозаклепкой к усилителю. Это основная конструкция порога. Бывают еще немножко другие конструкции, но это, наверное, 95% всех порогов делается вот по такому принципу. Ну и пока Женек занимается порогом, я займусь передней дверью. Как я ранее вам показывал, что угол двери очень сильно сгнил. Конечно, можно было бы купить новую дверь, но в моем случае мне гораздо быстрее восстановить старую, чем заняться поисками новой. Отрезаем поврежденный коррозией металл с лицевой стороны двери и разбираем его без лишних усилий, чтобы не изменилась форма угла, иначе в дальнейшем будет сложнее собрать все обратно. Угол двери собираем по кусочкам, так как профессионального инструмента для гибки металла у нас нет. Толщина металла 1 мм. Грунт в баллоне я использую эпоксидный и наношу его 2 слоя. После его высыхания делаю подходящую заготовку для лицевого уголка двери из такого же металла 1 мм. Женя прихватывает на несколько точек и загибаю с помощью 2 молотков. Одним молотком ничего не получится. На этот угол двери у меня ушло что-то в районе получаса. Я думаю, дал вам ответ на ваш вопрос, а почему бы дверь не поставить новую. Поиск хорошей двери может затянуться на несколько дней, тем более на эту древнюю Мазду живых дверей просто не существует.
Итак, господа, одну сторону мы закончили. Итак, Женя, скажи, сколько понадобилось дней на данную работу? Ну, грубо говоря, сделана половина Мазды, переварена. Потребовалось 3 дня, грубо говоря, рабочих. 3 дня. Что было проделано, рассказывай. Было сделано, переварена часть днища. Так. Вот. Ну, где-то какие-то латочки, это понятное дело, без этого никуда. Усилитель был восстановлен. Понятное дело, порог. Так. Восстановили крылышко, низ крыла. Так. Вот. И дверь Угу. была восстановлена. Вот. Почему крыло восстанавливали? Потому что они все в труху. Угу. Я, кстати, смотрел реально на бэушки. Они все в таком состоянии. И даже хуже. И все равно их продают за какие-то деньги. Ну, абсолютно очевидно было предположить, поэтому я даже и не искал это. Значит, еще момент. Все швы обработали специальным преобразователем. Видите, как он потемнел? Кто не знает, что за он, спрашивайте в комментариях. Кто знает, отвечайте тоже тем, кто не знает. И я по возможности буду отвечать. Суть в следующем. Потом мы наносим сюда шпатлевку. Это я все вычищаю. Преобразователь остается только в шве. Говорят, что якобы на этом преобразователе шпатлевка не держится. В принципе, оно так и есть, если наносить с подтеками. В нашем случае немножко подтеки здесь есть. Поэтому это все будет вычищаться, и преобразователь останется только в шве. А вот вам, ребята, к слову о качестве проделанных работ. Автомобиль висит на одном поддонкратнике. Никуда не кренится, никуда не ломается. Все сделано по высшему разряду. Кто это делал? Правильно. Женя делал. На, братуха, хлебни. Занюхай, занюхай что-нибудь.
Пока Женек занимается вторым порогом, я решил сделать переднее крыло. Размечаем поврежденный кусок крыла и отрезаем все лишнее. Все из того же металла толщиной 1 мм, отрезаем необходимый кусок с запасом для загиба металла. Размещаем форму канта на новой заготовке и простукиваем заранее скругленным зубилом. Там, где необходимо, делаем небольшие надрезы. Заготовку примеряем к крылу и отрезаем лишнее. Привариваем медленно и точечно, чтобы металл не повело. Выравниваем шов и наносим преобразователь. Бампер только не заляпай. Я больше чем уверен, что это не сгниет и через 10 лет. Через 10 лет этот порог будет отличный. Скорее его замнут, скорее сгниет сама тачка, но с этим обработанным и покрашенным порогом точно ничего не станет. Я за всю историю, сколько я переварил порогов этих, я их переварил большое количество, я ни разу не видел сгнившего порога, который до этого был обработан. Как правило, гниет все, что не было обработано. Поэтому обработка всему голова. Но это сделать нужно тоже правильно. Об этом чуть позже. Короче, пурга такая поднялась. Тачку он поставил. Сначала под деревьями поставил, мужик подлетел. Вместе переставили в другое место. Это просто жесть. Сейчас будет ураган, я думаю. Да, Женек? Да я только вышел 15 минут назад, все было. Площадки света нет вообще. Хоть глаз выколи, но подъезд такой аккуратный. Привет, да? Что там на улице творится? Там вообще другом. Привет. Какие балерины красивые, а? Это Ева, а это Маргоша. Очень приятно. Поэтому А сколько тебе лет, чтобы... Ну, 30 в июле будет. 30 июля. Июль. Ты рак, да? Да? Так 20 я июля тоже. На следующей неделе. 20 июля? На следующей неделе. Приколи? Что? Да, У меня тоже 20 июля. Какого ты года? 87-го. Вот я 94. Ну, какова вероятность, скажи? Не знаю. Никакой. Ну, это, ну согласись, это что-то судьбоносное. 10-й, 100-й. Это что-то судьбоносное 100%. А вот вопрос, ну ты как бы сам все финансово вытягиваешь или Да. кто-то помогает? Нет, никто. А вот родители там? Я никогда не прошу, я им еще помогаю. Меня больше интересует вопрос, как так получилось, что супруга вас оставила? Ну, это будет, наверное, не совсем так, чтобы оставил. Так. Значит, прожили мы не так уж и долго вместе, да? Развелись. Ну, в браке мы пробыли 3 года. Первая беременность, она нежданная, соответственно. Мгм. По молодости, по глупости, нежданная, негаданная. Тебе сколько тогда было? А мне было 19. В 17 году у нас произошел развод. То есть у меня старший было 3 почти, младший было 6 месяцев. Дети с кем остались? Дети, естественно, остались с матерью. Мы понимаем, что мы друг друга не любим, у нас есть дети. Вы просто не подошли Есть. друг к другу, да? Просто не получается? подошли друг к другу. Мы просто в какой-то этот момент поняли, к сожалению, немножко с руганью. Но потом пришли, наверное, мозг и осознание обоим, что ругаться не стоит. Есть дети, да, мы не любим друг друга, может быть, получится с другими людьми, но есть ответственность, есть дети, которые нужно растить и любить. Еще супруга, она же тоже хочет расти куда-то, тем более дети растут. Поэтому она прекрасный художник, прям замечательный, действительно очень мало таких художников, какой она. И она начала заниматься татуировочками. То есть ее пригласили в салон, она себя там хорошо показала, там. И даже потом начали приглашать на так называемые гесты, это когда приглашают в другую страну в качестве мастера. Вот, а тут начинается поворотный период, когда детей нужно было куда-то оставить. Так. А ей ехать зарабатывать, потому что здесь уже вроде как кажется, что для нее был потолок ее Так. возможностей. Вот, и я, то есть, приезжаю, говорю, что вот я хочу девочек увидеть, типа, у меня в стране нету девочки там-то, там-то. То есть, такое буквально несколько раз произошло, и мы сели, поговорили, что
Так это ненормально. Я живой, я здесь, я хочу их видеть, и я могу Так. даже больше, чем их просто видеть. Давай девочки будут со мной, ты есть до работы, пожалуйста, зарабатывай для семьи, это для их будущего, это не для себя, ты все это делаешь. Как девчонки без матери, и как они, ну, о матери, что они думают, что, Ну, все-таки же они ее вообще не видят, я так понимаю. Ну, она живет же сейчас в Польше. У нее, кстати, недавно вот родился сын от Так. мужчины. То есть она одного. там женилась уже? Да, у нее брак официальный, у нее вот сынишка вот совсем буквально неделю, наверное, даже на это. Вот. Она приезжает с Польши периодически, естественно, сразу к нам. Бывает такое, что на выходные я отдаю детей. То есть прав я ее не лишал и не собираюсь. То есть Она мать, да, она положено. мать, она неплохая мать, но просто так сложилось, что у нее карьера тянет туда, а я могу обеспечить и дать детям здесь все. То есть пока не отрицаю даже того факта, что дети вырастут, и они захотят туда. То есть она и создает там тоже эти условия в Европе. И это хорошая как бы дорога для них, для будущего. Я не вижу никаких, прям преград, чтобы они закончили, например, 9 классов или 11 и поехали туда жить и обучаться. Ну, я точно знаю, что я их подготовлю к взрослой жизни. А девочки первое время, конечно, как-то грустили, особенно это вызывало в садике какие-то такие. Ну, конечно, ты что? Когда приходят за всеми мамы, Конечно. а тут приходит папа. И каждый день, и каждый день, и каждый день. И так как я работаю далековато, они всегда приходят первые, всегда уходят последние. И что в саду, редкие исключения бывало, что кто-то там, знаешь, из родителей задерживается и тоже в такое же время приходит. Но обычно так. Мы приходим самые первые, меня как родителя не видит вообще никто. Маркиз, Карабас. Иди сюда. Все, пошел. Ну ты заходи, если что. После того, как я нанес преобразователь ржавчины, на него шпатлевать ни в коем случае нельзя, так как он однокомпонентный материал. А на шпатлевке черным по белому написано, что нельзя шпатлевать на однокомпонентные материалы, отвалится. Поэтому перед шпатлеванием наносим двухкомпонентный эпоксидный грунт. Ни в коем случае не грунт в баллоне, так как он однокомпонентный, и от него тоже шпатлевка может отвалиться.
Что хочу донести до вас по шпатлеванию поверхности. Значит, смотрите, важно суть понять. Суть следующая, что ты должен нанести раз, ничего не перетирая, ну, значит, ты должен таким образом нанести, чтобы поверхность была максимально ровная. В лучшем случае какие-то волосочки подсбить, нанести второй раз, потом нанести третий раз, нанести четвертый раз, по возможности ничего не перетирая. Тем самым ты экономишь абразив, тем самым ты экономишь большое количество времени. В идеальная ситуация, ты нанес один раз, потом нанес второй, третий, четвертый, пятый, и один единственный раз в конце все это выровнял наждачкой, и у тебя идеальная поверхность. Это к этому надо стремиться. И это на самом деле творческий процесс, это настоящее искусство. Мало кто так делает, мало кто так умеет. Так, ребята, сейчас быстренько расскажу, как перемотовывать на таких быстрых проектах. Может, там для себя будешь делать. Вот я навалил универсальную шпатлевку, так? В принципе, так с любой шпатлевкой. Берешь 80-ю наждачку на 150 диаметре на круглой машинке и погнал. Ход эксцентрика 5 мм. И начинаешь все это перетачивать. Перетачиваешь только шпатлевку. Ни в коем случае не заходишь на краску. Потому что нацарапаешь здесь глубоких царапин, потом заманаешься их стачивать. Краска тверже, чем шпатлевка. Как только ты пробежался 80-кой по шпатлевке, берешь 180-ку. И уже 180-кой ты можешь заходить на краску. Все, подровнял все, что тебе надо. Если тебя удовлетворяет твоя поверхность, берешь 240-ю наждачку, проходишься, перебиваешь риску. В идеале еще 320-кой, но я на 240-й всегда заканчиваю на таких проектах. Первое правило, если ты в малярке, занимаешься этим делом и хочешь дольше жить,
Ты должен работать всегда в маске. Неважно, шпаклюешь ты, затираешь ты, всегда в маске. Второй момент. Ты должен всегда работать в перчатках. Посмотри, руки чистые у меня всегда, потому что я перчатки только снял. Ну и третье правило, если ты хочешь долго жить, маляркой вообще не занимайся. Вот и все. Ну что, друзья, в итоге мы не успели. Сейчас уже 5 часов, пятница, хотели к завтрашнему дню все успеть. В теории можно было бы и сегодня покрасить это, но это еще часа 4, наверное. А как вы знаете, когда ты спешишь, людей насмешишь. В итоге принято решение, что мы это все оставляем на выходные. Потом спокойно приходим в понедельник, все это красим. Во вторник спокойно все это собираем. И где-то что-то обрабатываем, где-то что-то замазываем, чтобы ничего не забыть. Не хочется сделать, как говорится, свою работу паршиво. Поэтому лучше сегодня все это оставить и спокойно отдыхать. Потому что сколько я работаю в малярке, это вот постоянный соблазн. Сегодня якобы на 2-3 часа задержаться, отработать допоздна, потом, скорее всего, ничего не получится. А завтра уже машину отдать. Да нафиг оно надо. По факту просидишь в гараже все свое время, без выходных, без проходных. 5 часов пришло, ворота закрыл и пошел. Туши свет! Пока работа отдыхает, решили покататься на Таврюхе. Значит, что мы сейчас сделаем? Я взял кое-какие подарки для вас. Там баллончики, там полирольки, всякие ништячки для автомобилей. Пока будем кататься, найдем какое-то тихое место и сделаем клад. Спрячем, то есть положим это в пакет и закопаем. И для вас оставим локацию, координаты. Как только вы посмотрите этот видос, сразу же смело можете ехать. Ну, кто первый, говорится, тот и папа. Поэтому желаю всем удачи. За что люблю Таврюху, так это за то, что она дает возможность тебе ехать, просто не переживать. Там, за то, что ты поцарапаешь машину, за то, что ты где-то сядешь. Вот мы пару раз садились на ней, ну конечно же я ее в болото на ней не запрыгиваю. Ну если где-то там на бугор запрыгнул какой-то, один вышел, приподнял, толкнул, второй газ нажал, все, поехали. А кстати вот здесь что-то непонятное, блин. Надо посмотреть лучше. Да. Трава по колено, разве что только. В принципе, кто-то ездил, что-то похоже на квадрик. На тачках точно здесь никто не совался. Блин, ну тут машина прям под этими ветками. Хотя пройдет. Главное окна позакрывать. Ну да, здесь заливало, вот засохшая грязь. Да, вообще не проблема, пройдем.
Так, решили остановиться. Место тут такое забавное. Через берег, там типа дачи какие-то. Вот тут интересный такой стол, деревянный стол, это ерунда. Здесь мост деревянный. Я ж так полагаю, тут, наверное, кто-то даже и ходит по нему. Но он не то чтобы трухлявый. Блин, наверное, да, наверное, через него уже даже никто и не ходит. Но речушка такая классная. Так, наверное, где-то здесь сейчас мы и будем прятать подарок. Ребята, значит, смотрите, вот такой набор из ништяков для автолюбителя. Значит, что мы делаем? Вот здесь спрятан подарок. Сейчас я еще пакетом это прикрою. То есть я думаю, не понял, да? Чтобы никто не видел. Кинем вам, оставим геолокацию Яндекса. Значит, суть в следующем. Как только вы найдете, пожалуйста, отметьте нас в Инстаграм, чтобы мы увидели. И по возможности заснимите этот процесс, потому что мне реально очень интересно, как вы будете его доставать. Я его так поглубже засунул. То есть сначала достанешь пакет, а потом уже достанешь подарок. Пакет черный, чтобы никто не увидел. Все, красавчик. Слышал много выражений, что якобы тачка покрашена на улице, шляпа. На самом деле, сам лично красил на улице буса. Главное выбрать правильное время, безветренную погоду, рано утром, чтобы не было комаров, не было мошкары. На автомобиле пыли практически не будет. И что самое интересное, когда ты красишь ее, весь опыл, он сразу улетает, и ты видишь идеально, что ты красишь. Поэтому лично мое мнение, если погода хорошая, то лучше автомобиль покрасить на улице, чем в каком-то пыльном помещении. Еще также я как-то красил в огромном цеху тачку, пролил только вокруг, стены находились очень-очень далеко, и я обратил внимание, что пыли тоже практически не было.
Ну что, процесс покраски закончен. Значит, понадобилось 3 слоя базы зеленой и 2 слоя лака. Базы понадобилось 2 банки, а лака понадобилось 1,5 банки. На все про все где-то часика 2-3 у нас ушло. В принципе, я доволен. Да, конечно, где-то там поверхность не особо ровная, пыль присутствует. Ну, все-таки мы заклеивались один раз, все это отсюда прилетело. Ну, это на самом деле все ерунда. Главное, что тачка стала гораздо лучше, чем было. Я думаю, что владельцу очень понравится. Ну, прям очень. Цвет просто пушка. Чуть позже мы выгоним, соберем, все замажем. И все вам, ребята, покажем. И обязательно покажем реакцию владельца. Насколько он будет от тачки в шоке. Женек спрашивает, а нужно ли делать то же самое сзади, на задней арке? На задней арке можно сделать так только в одном случае, если стоит подкрылок, потому что пушечное сало, оно от воды и от мелкого пескоструя просто смоет. Спереди подкрылок стоит, все, если ты замазал, по низу этого крыла, я не знаю, что должно произойти, чтобы это крыло снизу сгнило. Мне кажется, вот вся тачка сгниет, пороги останутся целыми, крылья там, где мы переварили, все обмазали, тоже останется целое. Поэтому пушечное сало для этого очень хорошо подходит. Для этого не очень хорошо подходит мастика.
Все, давай краба. Кто молодец? Антоха молодец. Мы молодцы. Что Антоха замутил все это. Красава. красота. Как впечатление? Блин, ну я не знаю, мне какая-то легкость такая. Вот, ну, приятно, да, приятно, что сделали для ребят что-то хорошее. Искренняя эмоция все равно была видна. Он когда только-только вошел, вот я заснял этот момент, он, лицо прям такое... Поменялось, то есть, да? Да, мы вообще, лицо так поменялось. И оно видно, что потом он уже такой, так, ну, снимают, надо держаться, но, блин, его первая Не вот эта расплываться. эмоция, первая эмоция, она не обманчива. Еще мне понравилось, как детишки. Не зашуганные, так вот. То есть, ну, видно искренность вот этого. Не, ну он любит. Он отец, вот, ну, видно сразу, что отец такой, ну. Молодец. Да я говорю, что он пожертвовал своей жизнью ради жизни детей. То есть у него по факту нету ни свободного времени, у него нету даже возможности с какой-то девушкой познакомиться. Он просто отдал жизнь своим детям. Друзья, в конце хотел поблагодарить всех. Несмотря на то, что я не прошу вас никогда никаких донатов, вы находите все равно ссылки в описании, скидываете на Бусти, скидываете там кнопочка «Спасибо», это на Ютубе. Я это очень ценю, и с вами такие проекты в будущем нам будет делать гораздо проще. И я понимаю, что мы всегда должны отталкиваться от того, что имеем. На сегодняшний день я мог ему переварить пороги, я мог ему там покрасить автомобиль. Это все, что я мог и на сегодняшний день сделать. То есть каждый человек на сегодняшний день располагает какими-то ресурсами, но небольшими своими ресурсами, либо частью. Он может помочь кому-то другому. Бабушке какой-то в магазине купить, там, я не знаю, молока, хлеба. Для тебя это ничто с твоей зарплатой, пускай в 30 тысяч рублей российских, а для бабушки это несколько дней жизни, понимаешь? И вот я про то, что каждый человек в принципе должен помогать другим своими ресурсами, которые располагает. Тем, кому нужно помочь с ремонтом, действительно нет возможности самим сделать, я оставлю ссылку на почту в описании. Вы пишите туда. По возможности буду рассматривать все ваши сообщения и выбирать действительно тех людей, кому необходима моя помощь. И еще хотел поблагодарить одного человека, который после каждого видео, которое мы снимаем, он присылает приятный донат. Дружище, если ты будешь как-нибудь в Гомеле, приезжай, пообщаемся с удовольствием. Спасибо тебе огромное, что поддерживаешь наше творчество. Всех обнял, приподнял, покружил и поставил на место. Все, ребята, всем пока.